Итак, всем привет! Хочу сегодня похвалиться своей новой покупкой. Купил я себе наконец-то токовые клещи. Ну и добавочные функции есть мультиметра. Это я опишу, все их функции, но самое основное это токовые клещи. Потому что на некоторые приборы, например на токарный станок, я уже хотел ставить амперметр, чтобы, так как у меня частотник стоит, и чтобы не превышать допустимую силу тока, хотел ставить амперметр. Все, руки не дошли. Ну а теперь купил токовые клещи, и эта проблема отпала сама собой. Я в любой момент знаю, при какой нагрузке у меня сколько тока берет. Короче, отличный инструмент. Сейчас я вам покажу, как им замерять этот самый ток. И как узнавать мощность своего любого прибора. Поставляется он вот в этой коробке. Такой вот с таким вот чехлом. Документация. Здесь щупы были вот эти вот. Ну и вдобавок я еще купил отдельные щупы. Профессиональные. У которых длиннее гарда. Чья-то ручка. Гарда удобнее. Короче, они полностью удобнее. Они у меня сейчас лежат в морозилке для одного следственного эксперимента. Чуть дальше я вам покажу, что это, как это и для чего я засунул их в морозилку. Так, ну вот, а теперь переходим к измерению тока. Итак, вот у меня двигатель 380 вольт, ну трехфазный, то есть подключен 220, без конденсатора. На сверлильном станке запускаю я его от руки. И сейчас мы замерим, сколько он берет тока. То есть для этого клещи. Так. Клещами я обхватываю один из проводов. У меня подключен желтый и красный, а синий провод, это у меня шел на конденсатор, я его отключил. Я же, как еще расскажу, от руки завожу. Так, сейчас я вам покажу, чтобы было видно. Циферблат. Вот оно табло по нулям. Сейчас я, когда его включаю, он гудит. Будет самое максимальное потребление тока. Потом, как запущу, нормализуется и будет уже ток, который берется при работе двигателя. Итак, поехали. Сейчас вот двигатель будет стоять, гудеть, и вы увидите, сколько он берет, получается, максимальный ток. 13,5 ампер. Вот я запустил. Итак, примерно, ну не примерно, в среднем он показывает 2 ампера он берет, если я не сверлю, то есть просто на холостом ходу. Но 2 ампера он берет, потому что он трехфазный, а подключен на одну фазу. Поэтому он мотает больше. Например, на токарном станке я проверяю фазу одну, и он не берет даже ампера одного. На холостом также подключено через ремень, через шкивы. Вот такой вот аппаратик, пользоваться совсем несложно. То есть берем клещи, разжимаем, вставляем. Провод один, обязательно один. Если у вас в оплетке идет 2-3 провода, замерить не получится. Нужно только один провод всегда проверять. И вы узнаете, какая у вас сила тока. А зная силу тока и напряжение в сети, опять же измерив этим же мультиметром, вы можете узнать действительную мощность своего электроприбора. То есть двигателя, там, чайника, дрели и так далее. Потому что, вот померив, походив по дому одно, второе, третье, я узнал, что производители нас обманывают. И мощность они завышают. Нет приборов, которые соответствовали своей полной мощности. А сейчас я вам покажу, как этим же мультиметром померить переменный ток. В розетке не интересно мерить, там у меня показывает 218-220, поэтому вот бесперебойник, который у меня стоял уже несколько месяцев, он подсел. И вот сейчас мы узнаем, какой в нем ток, то есть какое напряжение. Включаем V с волной, это значит переменный. V с ровной полоской, это постоянный ток. То есть замерять аккумулятор и так далее. V с волной, переменный ток. Включаем на переменный ток, но оно тут крест-накрест все. То есть не ошибетесь, даже если вот здесь риска, а здесь риски нет. То есть здесь 750 и здесь 750, одинаково. Простейший тестер, такой для самых необходимых нужд. Вот. Так, ну и вот табло. Пока что 0, включаю бесперебойник.
показывает на нем у меня сейчас 120 вольт. Надо заряжать. Все, включил по нулям. Ну и вот остальные функции сейчас я вам чуть-чуть расскажу. Итак, это недорогой мультиметр, и поэтому функций в нем минимум. То есть основная задача это только измерительные клещи. А это уже так добавочное, как у вас в телефоне. Пользуетесь одним, а функций много. То есть замеряем ток именно клещами 200 ампер, ну до 1000 ампер максимум. Дальше переменный ток меряется, постоянный ток меряется, измеряется. Прозвонка диодов есть, а также измерение сопротивления до 20 кОм. Это измеритель изоляции. У меня на него щупа нет, который вставляется сюда. Короче, измеритель изоляции, ну я не знаю, мне это никогда не надо было в жизни. Вот и все функции, которые здесь есть. То есть для домашнего использования этот мультиметр, скажем так, и не жалко. То есть, так, сейчас я принесу остальные мультиметры вам и покажу. Итак, вот они мои мультиметры. Есть там еще один в машине стрелочный, но он самый древний, самый беспонтовый. Он у меня в машине катается, так, на всякий случай, то на работе пригодится, то еще где кому-то что-то померить. Вот, и теперь, вот этот у меня он подороже, более-менее такой чувствительный, профессиональный, скажем так, почти. И мне его больше всего жалко, то есть я его держу всегда в доме. Если даже где-то на улице поработал, смотал быстренько и в дом унес. А вот этот вот, он у меня гуляет везде, по двору, скажем так. Где работал, там и бросил. И вот этот же тоже, он еще дешевле намного. То есть вообще, ну, скажем так, копеечный тестер, мультиметр, токовый клещик, как хотите назовите. Который, в общем-то, даже если сломается, его не жаль. То есть заказал другой, тебе через 2 дня привезли, все, взял, работаешь дальше. И именно для этого я брал с минимальным набором функций. Главное мне вот токовые клещи. И, скажем так, тестер, который не жаль. Который будет у меня в обиходе, он висит на гвозде. Если надо, попользовался и все. Не переживать за него. Единственный минус в них, вот это ж вот во всех тестерах, которые такие более-менее дешевого сегмента, это щупы. То есть здесь у меня вообще уже с автомобильной проводки щупы. Эти вот родные щупы, которые идут с ним, тоже копеечные. Я их заменю на новые, которые в дальнейшем покажу вам. Вот. На этом более-менее, скажем так, щупы потолще. Вот сравнить даже с этими, они чуть потолще. Но тоже уже за 3 года они отламываются. То есть сохнет. Вот эта изоляция, она отламывается. Вот. И, например, вот купив этот тестер, я вот попользовался там, то все. И по идее лучше взять 2 таких. То есть один гавкнет такой, можно купить другой и все. В общем-то тут есть функции много таких, которые мне никогда не пригождались. Вернее, до таких измерений, до таких этих. Но, до таких значений я не измерял, какие здесь есть. А за это все платятся деньги. И, то есть никогда ими не пользовался. Так, ну а теперь, наверное, перейдем к щупам, к обзору щупов. Итак, вот они, эти щупы. Они только что с морозилки. Вот эти вот хваленые, ну они действительно мягкие. Так, ну сейчас эти. Ага, эти пожестче. Немного жестче, ну, с морозилки все-таки. Мороз-то там до 15 градусов. Да, эти чувствуются, что подмороженные. По ощущениям они тверже. А эти действительно мягкие. Ну, вы даже по звуку, наверное, слышите, как там пластик друг об друга. И вот они. Намного лучше, ну, в смысле, держит мороз. То есть, неужели я не подкололся? Короче, вот эти щупы, ну, я ссылки оставлю. Вот эти щупы, вот их номер, если вы будете искать вдруг отдельно в интернет-магазине. И эти щупы до 10 ампер. А вот эти щупы, вот его лейбл,
они у нас уже 20 ампер. Это, по-моему, где-то... Ну, короче, они 20 ампер. Надо будет вытаскивать ее, разворачивать. Сейчас одной рукой неудобно. Вот эти вот щупы. Я же говорю, они мягче намного. С колпачками, которые все равно выкину. Но это ладно, колпачки это не плюс. Ну и вот. Теперь у меня 3 тестера аж. И хорошие щупы, с которыми были всегда проблемы. Так, ссылки я оставлю в описании. Если вдруг кого-то заинтересовал, говорю, что это очень дешевый бюджетный тестер. Не буду я сейчас говорить цену, потому что сами зайдите, посмотрите. Для кого-то и 100 рублей это большие деньги. Вот, ссылки оставлю. Заходите, берите, покупайте. Магазин отзывчивый. Отправляют курьером. Мне с Москвы до Ростова дошло за 2 дня. Все, всем удачи, подписывайтесь на мой канал. Пока.